Всем привет! С вами Андрей, вы на канале Рабочие будни в Германии. Сегодня видео будет не о работе, не о даче. У нас выходные, 4 дня, и мы решили посвятить один день, выбраться за город, немножко развеяться, пройтись, просто погулять. Мы находимся в городе Лаунбург, это 40 километров от города Гамбурга. Маленький город, но с большой историей. Мы сейчас находимся в старом городе. Вот идем, посмотрите, брусчатка. Дома, между прочим, стоят чуть ниже. Если посмотреть на рамы и стекла, то мы видим, что стекла не прозрачные, а вот немножечко они такие матовые. Старый дом. Раньше, когда делали дома, строили, обычно писали год строительства. Вот мы видим 1677 год. Вот такой у нас красивый домик. Тоже в стиле фахверк, деревянные вставки и вот между ними кирпичная кладка. Рядом находится здание, но оно так немножечко, если присмотреться, не прямое, скосы идут. Даже вот верхний этаж, он неровный. Хочу вам рассказать, из-за чего мы сюда приехали. Мы с супругой смотрим по немецкому каналу, когда люди покупают старые дома, вот наподобие, что стоит позади меня, и реставрируют. И одна бабушка, 78 лет, купила такой дом, Фахверкхаус. Одна, 76, да, меня поправляют, 76 лет, и она одна реставрирует этот дом. Мы посмотрели эту передачу, посмотрели красивые дома, немножко город, и нам понравилось. И мы решили сюда приехать, так как он тем более недалеко находится от нашего города Гамбурга. И вот мы видим, что стоят такие дома, и видно, что кто-то занимается реставрацией. Перекрытия деревянные, также балки, все из дерева. Гвоздей нет, скреплено все чопиками деревянными. Работы много. Когда люди берут такие старые дома, если этот дом находится как памятник культуры, то город выделяет средства на восстановление. Какую-то часть денег ты можешь получить от города. Но это надо узнавать. Просто я смотрел передачу, как раз там говорили про такие старые культурные памятники. Ну а мы идем дальше. Перед нами церковь. Тоже старая на вид. Ну, видно, что 1902 года она, правда, там вот старая кладка есть, тут свежая, видно, достраивали или перестраивали. А самое хорошее, что, ребята, туристов практически нет. Ты ходишь здесь один, вот в музее под открытым небом. На многих домах мы видим вот такие таблички, все на немецком языке. Стоит, когда дом был построен, кому принадлежал. Все расписано по годам. Тут целая история вот одного дома. И есть старые фотографии. Если посмотреть старую фотографию и отойти немножко назад, и посмотреть на дом, то практически он не изменился.
А по таким проходам можно было попасть прямо на Эльбу. Сейчас спустимся, посмотрим. — 1713 год. Это набережная, укрепленная стена. Посмотрите, как раньше крепили. Я не знаю, вот эти камни, это специально, наверное, вот такие сделаны. Железные, кованое железо, между прочим, видно. Так как вода поднималась очень высоко. Буквально от реки пару метров. В этом городе находятся самые древние в Европе шлюзы, так как от этого города идет канал. Идет канал до Любека и впадает в Балтийское море. Это получается шкала, подъем воды. Самый большой это было 10 метров 68. То стоит Дайхе, то крыши поднималась вода. Статуя Руфер была установлена в 1960 году. Он стоит и смотрит на реку Эльбу. Лаумбург, он был основан в 1260 году на берегу Эльбы. Основали его славянские племена. Здесь раньше жили. Это я прочитал в интернете. Рассказываю теперь вам. Построили крепость. Бург по-немецки это крепость. И как раз вокруг крепости образовалось поселение. До наших дней крепость не дожила, не достояла. Осталась только одна башня. Я надеюсь, мы ее увидим. Мы дойдем до нее и покажем вам. Посмотрите, какой старый дом. Сейчас люди убираются, на втором этаже слышится звук пылесоса, но я хочу обратить ваше внимание на самый верхний этаж. Там есть лебедка с крюком. Вот этим крюком поднимали раньше ящики, всякие баулы наверх и хранили там запасы еды. Возможно, что этот раньше дом был, может быть, какой-то таверной. Там еще один из многих старых домов с такими системами подъема груза, это цепь с крюком, но сейчас выполняет функцию как декорация. И на каждом этаже есть дверь, посмотрите. Значит, поднимали груз, чтобы облегчить свой труд. Дом 1649 года. Стоит 1633 год. И да, пивоварня мне подсказывают, так как я не знаток пива. Железные стойки удерживают. Видно, что-то здесь уже не очень хорошо держится. Дом стоит на реставрации, я так предполагаю. Да, вот стоит Бауштеле, стройка внутри. Дверь оригинальная. Вот это, я понимаю, раньше делали красиво. С узорчиками. И как убого смотрится в таких старых домах вот такая реклама. Вообще.
Мы до Лаумбург-Шлёз. Он находится на возвышенности прямо над рекой Эльбой. Это полностью дает контроль. Потому что раньше ходили сюда, и вот эта крепость, когда стояла, она контролировала все подходы к городу Лаунбург. Почему Лаунбург называется? Потому что бург — это по-немецки, если перевести, крепость. То есть это было стратегическое важное место, вот эта возвышенность. Конечно, от замка мало что осталось. Одна башня и все. Остальное было разрушено уже в процессе истории. Что есть свежая кладка, вот видно, да, что посветлее, то, что потемнее. На них даже есть печать своя, знак качества, как раньше кирпичи делали. И вот таким знаком, печатью они говорили, что наш кирпич имеет товарный знак. Город мы посмотрели, теперь мы едем на канал. Канал называется Эльба-Любек канал. По этому каналу можно дойти до самого Любека, а оттуда прямиком на Балтийское море попасть. Сам канал находится позади меня. Так как город стоит на реке, есть свои мастерские, где ремонтируют баржи, корабли. Одни из самых старых шлюзов в Европе считаются вот эти пальмовые шлюзы, то, что позади меня. Первые шлюзы были сделаны из дерева, ну, потом, позже, конечно, их поставили из камня. Вот такую форму они имеют. Ну, принцип работы вы, наверное, знаете, да? Если из реки попасть на канал, уровень воды разный. Что делали? Заходили вот в такой шлюз баржа, даже две, закрывали створки и уровень воды опускали или поднимали, все в зависимости, куда надо было попасть, или в реку, или на канал. Историческая часть города Лаунбург, прямо на том берегу. А на возвышенности это старая крепость Лаунбург, вы ее уже видели. Расскажу я вам случай, это произошло в 1959 году. Я вот буквально перед поездкой прочитал. Холодная война. Лаунбург находился на границе ДДР и ФРГ. И в один из таких дней немецкий фермер услышал над головой гул реактивных двигателей. Это были советские МиГ-15. Они атаковали английский бомбардировщик прямо вот над рекой Эльбой и сбили английский самолет. Это мало где упоминалось, но вот один факт я вам просто рассказываю, что это произошло. И его, видно, замолчали, потому что, посмотрев по интернету, я мало что нашел на эту тему, хотел вам рассказать поподробнее, но это мало где упоминается. Просто чтобы вы знали, что это было в 1959 году на территории Германии. Ну что, на этой ноте нам надо заканчивать наше видео. Мы сегодня хорошо погуляли, посмотрели старый город, очень понравилось. Я вот такие места люблю. Правда, я не историк и не гид, рассказал как смог, показал вам город. Так что давайте подписываемся на канал, смотрим видео. Всем пока!